Всем привет! Меня зовут Алина Федорова, и я всех рада видеть на своем канале. Сегодня у нас снова философская тема. Мы будем говорить о счастье. Почему так много несчастливых людей? Как же быть счастливым? Это такой простой и одновременно сложный вопрос. Вот смотрите, мы заходим, например, в тот же Инстаграм и видим множество разных людей. Это наши друзья, это блогеры, это знаменитости. И мы видим разные там вещи. Это и реклама чего-то там, это и просто какие-то события из жизни людей. Путешествия, свадьба, рождение детей. Кто-то завел собаку, кто-то уволился с работы и начал путешествовать, кто-то делает еще какие-то вещи. Когда человек находится в этой погоне за счастьем, а тем более, когда человек долгие годы не слышал себя, не слышал свою душу, то, чего он хочет, в своей рутине, в своих проблемах, в своих стрессах, у человека нет контакта с собой. Он не понимает, что он хочет, он просто видит вокруг себя счастливых людей, и эти счастливые люди очень легко могут этому человеку навязать свои какие-то идеи, жизненные принципы, какие-то цели. И в итоге человек может этому последовать, поддаться. Он может подумать, что, может быть, если я достигну того же, что и там те люди, то я буду тоже счастливым. А в итоге ничего подобного. Человек может достичь это, а потом понять, что да нет, что-то счастье не пришло, и что-то это совсем не мое, и что-то я вообще свернул не туда. Поэтому тут очень важно слышать именно себя, свою душу и не смотреть по сторонам на других людей. Очень важно все-таки погружаться в свой внутренний мир. Также в психологии существует такое понятие, как гедонистическая адаптация, либо же это еще называют гедонистическая беговая дорожка. Что это значит? Это концепция, когда человек, вне зависимости от того, что с ним случается, там, какие потрясения, очень позитивные, либо очень негативные, человек все равно потом возвращается к своему какому-то привычному уровню счастья. То есть человек не может находиться, например, долго, да, там, либо все время в состоянии какой-то эйфории, либо наоборот в состоянии там какого-то сильного уныния. То есть это такая как защитная реакция нашей психики на любой внешний фактор. Например, возьмем, что человек мечтал там о каком-то повышении в карьере, и когда он получил это повышение, он порадовался в какой-то момент, а потом он все равно вернулся к своему привычному уровню счастья, то есть уже той эйфории нет, уже появились и новые цели какие-то повыше, какие-то мечты, и уже человека его повышение, собственно, так и не радует. И это касается любых событий. То есть мы хотим, например, купить какую-то вещь, мы мечтаем об этом, мы покупаем ее, потом это становится для нас привычным, мы уже можем вовсе забыть об этой вещи, перестать этому радоваться, захотеть чего-то большего, и так всю жизнь. Если человек привык получать счастье от каких-то покупок, от каких-то таких короткосрочных целей, да, то тогда он и вовсе может потерять либо какое удовлетворение от этой жизни, потому что этим невозможно насытиться, этим невозможно получить истинное чувство счастья, потому что оно будет сильно крошечное, будет быстро проходить, и запросы будут расти, и поэтому и говорят, что получить счастье вот только от каких-то материальных вещей, от каких-то приобретений физических, да, его практически невозможно. Нам всегда будет этого мало, поэтому счастье нужно искать все-таки в других вещах, а именно не в вещах, а на самом деле в самом себе, потому что счастье это не внешние факторы, это состояние нашего ума. Еще раз повторю, счастье это состояние нашего ума. И мы можем находиться в разных обстоятельствах, мы можем иметь все деньги мира, мы можем иметь власть, мы можем иметь семью, здоровье, и при этом мы можем чувствовать себя несчастливыми. И наоборот, мы можем не иметь много чего в этом мире, но при этом мы можем чувствовать себя вполне счастливыми и гармоничными людьми. И поэтому иногда люди удивляются, а как же так, как эти знаменитые люди, у которых там есть слава, у которых есть деньги, почему они кончают жизнь самоубийством, почему они там употребляют наркотики, почему они делают какие-то странные вещи и портят себе жизнь. Как же так? Вот человеку кажется, у них есть все для счастья. Да потому что, еще раз повторяю, счастье, оно не во внешних каких-то атрибутах. Счастье, оно внутри. Смотрите, абсолютно каждый из вас, вне зависимости от того, где вы находитесь, в каких обстоятельствах, с кем, вы можете
прямо сейчас испытать невероятное чувство удовлетворения и счастья, если вы правильно настроите свой разум. Кстати, много медитаций, да, дыхательных практик, они вот помогают человеку почувствовать вот это вот такое состояние гармонии внутри. И поэтому человек, да, который он работает над собой, духовно развивается, медитирует, то такие люди, они более спокойные, гармоничные, счастливые, вне зависимости от того, да, что с ними происходит. То есть самое главное, что происходит в их внутреннем мире. А внешний мир, он уже будет подстраиваться под ваше внутреннее состояние. Что нужно человеку делать для того, чтобы оставаться в состоянии счастья как можно дольше? Нужно, знаете, концентрироваться не на каких-то материальных вещах, а все-таки на более духовных. Счастливыми нас делает то, когда мы не берем, а наоборот отдаем. И учеными уже доказано, что действительно человек куда счастливее, когда он помогает другим, дарит что-то. Поэтому люди занимаются благотворительностью, люди волонтерят, люди делают, там, практикуют, знаете, добрые дела, делают каждый день что-то для кого-то хорошее, пусть даже какую-то мелочь, потому что это действительно качественно повышает уровень счастья и гармонии человека. Также это какая-то полезная рутина, полезные привычки, здоровое питание, прогулки на свежем воздухе, пребывание на природе, например, тот же уход за кожей. Если вы, например, создали себе график, что у вас там на протяжении всего месяца есть определенный план, вы ходите на фитнес, вы делаете массажи, вы ходите к косметологу, в бассейн, у вас есть пробежка, у вас там есть еще что-то, у вас есть меню здорового питания, и вы тем самым просто только благодаря своим привычкам, ритуалам вы поддерживаете себя в хорошем расположении духа и чувствуете себя счастливым. А если мы говорим про какие-то импульсивные покупки, да, если мы идем на шопинг, покупаем все подряд, таким образом мы пытаемся получить вот эту дозу эндорфина, ведь сделать себя счастливым, но на самом деле это не приносит нам настоящее чувство счастья, потому что это очень такое временное счастье. И так люди становятся шопоголиками, потому что они привыкают, да, вот они получили эти эндорфины от покупки, но тут же они хотят снова это получить, снова испытать это чувство счастья, но оно короткое. То есть они таким образом пытаются заглушить какую-то внутреннюю дыру. То есть они несчастливы, им кажется, что вот эта покупка, она им принесет какое-то удовлетворение, она приносит, но очень короткое. Кто-то пытается заглушить вот эту дыру в себе благодаря пище вкусной, сладостям, и человек переедает. Кто-то пытается быть счастливым благодаря алкоголю, либо наркотикам, у кого-то это беспорядочные половые связи, у кого-то это, например, там адреналинозависимые люди, да, кто-то там занимается экстремальными видами спорта. То есть людям нужно вот поддерживать вот это вот ощущение счастья благодаря вот каким-то разным вещам. И это можно делать как деструктивно, так и наоборот созидательно, хорошо для себя, для своего организма, для своей души. Нужно быть более осознанными и задавать себе вопрос, а действительно ли мне нужна эта вещь? А действительно ли я голоден? Либо это мне просто нужно получить свою дозу эндорфинов. Для нашей психики, для нашего организма не есть нормой пребывать в каком-то состоянии эйфории очень долго, либо наоборот, в каком-то плохом подавленном состоянии, потому что и то, и другое состояние, и со знаком плюс, и со знаком минус, оно есть для нас уже стрессом. Поэтому даже когда у нас происходят в жизни какие-то очень крутые, позитивные события, возможно, вы замечали, что да, вы рады, вы там в эйфории, да, пребываете, но вы как будто от этого устаете, и как будто вы чувствуете прям, что, ну, вы на стрессе, да, пусть это круто, но ваша нервная система, она перевозбуждена, и вы как будто тоже измотаны от этого. Мне кажется, что для человека хорошо пребывать в таком просто спокойном состоянии, когда это, знаете, вот внутреннее удовлетворение, когда на душе тепло, хорошо, спокойно, вот просто такое тихое счастье. Мне кажется, что оно более полезно, да, для нашей психики. Из-за того, что огромное количество людей просто находится в заблуждении, не понимают, что есть счастье, им кажется, что это вот реально какая-то эндорфиновая вспышка,
И они часто делают много ошибок в своей жизни и вообще не понимают, как им двигаться и как им жить. Вот, например, человек мечтал о какой-то работе, он ее получил, эйфория прошла через месяц, все. И человек такой: так, ну что-то я себя уже счастливым не чувствую, может, это вовсе не мое. Ну, либо самый банальный пример с отношениями. Сначала бабочки в животе, эйфория невероятная, всплеск гормонов, эндорфинов, человек такой весь влюбленный. И потом это проходит. У кого-то через год, у кого-то через 2, у кого-то через 3, как говорят, да, любовь живет 3 года. Да, через 3 года проходят все эти радуги, всплески, и человек такой не понимает: так, ну что, любовь прошла, что же делать? Надо искать новые отношения снова, чтобы получить вот эти бабочки в животе. Вот и так человек может до бесконечности выходить из одних отношений в другие. И, ну, возможно, кому-то нужны вот такие эндорфиновые качели, но на самом деле это, ну, не совсем правильный образ жизни, как мне кажется, и это не совсем гармоничная жизнь. Так вот, ребят, я всем желаю невероятного счастья, и пусть оно будет подлинное, настоящее, внутреннее, когда оно не будет зависеть от внешних факторов. Что бы ни происходило в мире, какие бы обстоятельства ни происходили, что бы ни делали другие люди, чтобы вы внутри оставались в гармонии, и чтобы у вас все было хорошо, и потом, чтобы эта гармония из вас, она распространялась, наоборот, во внешний мир и преображала все вокруг вас. Я вам этого желаю. На этом у меня все, а мы скоро увидимся. Всем пока!